Привет, Антоха. А ты занимаешься подбором мотоциклов? Нет? А куда мне посмотреть? Я вот хочу купить. Второй по популярности вопрос после вопроса, какое масло мне заливать. Постоянно его слышу, и проблема в том, что на него нет корректного и простого ответа. С вами Антон Больших, и сегодня мы попробуем раскрыть вопрос, куда смотреть при покупке мотоцикла, немного шире. Начнем с того, почему я вообще не занимаюсь подбором мотоциклов. Ведь когда-то я этим занимался. Но проблема в том, что время у меня на этот вопрос отсутствует полностью, а перемещения по городу Москва и области, как правило, отнимают безумно много времени. Поэтому что-либо кому-либо помогаю выбрать с выездом я крайне редко, практически никогда. Это исключение, которое я могу сделать только в зимний период, если у меня меньше работы или если это очень близко к моему дому и мне удобно. Ну, в общем и целом, 99% случаев я отвечаю отказом. Единственный момент, когда я всегда за, это когда мы все равно работаем, и если продавец готов пригнать мотоцикл к нам в мастерскую. В таком случае я готов что-то посмотреть, иногда даже произвести какую-то инструментальную диагностику, при условии, что и продавец, и покупатель на это согласны. Продавец бывает согласен крайне редко, зачастую только в тех случаях, когда ему действительно нечего скрывать, а также у него отсутствуют какие-либо предрассудки на эту тему. Таких продавцов очень-очень мало. В рынке их, я думаю, не больше 5%. Может быть, я бы с удовольствием занялся масштабированием бизнеса по мотоподбору, потому что запросов у меня на это дело полно, но, к большому-большому сожалению, у меня нет никакого желания предоставлять людям некачественный сервис, а чтобы предоставлять качественный сервис, необходимо иметь достаточно специалистов в штате или хотя бы знакомых, кому можно это делегировать. А у меня, к большому-большому сожалению, специалистов, которым я могу доверять настолько ответственную процедуру, в знакомых нет. Я предпочитаю находиться у себя в мастерской, никуда лишний раз не перемещаться, и таким образом, как я считаю, получается работать гораздо более эффективно. Итак, вы хотите купить себе мотоцикл. Открываете какие-либо сайты продаж, и перед вами миллион объявлений. Вы совершенно не знаете, где мотоцикл на самом деле хороший, где плохой, и кому на самом деле из продавцов можно верить, а кому нет. Самая разумная мысль, которая в таком случае должна возникать, и особенно если вы не механик и не разбираетесь в технике, это привлечь человека, который знает и разбирается, причем желательно конкретно в вашей модели. Это очень хороший способ, чтобы максимально снизить вероятность быть обманутым. Однако не стоит думать, что эта вероятность стопроцентна. На самом деле ни один специалист при подборе БУ мотоцикла никогда в жизни не даст вам стопроцентную гарантию, что этот мотоцикл будет именно таким хорошим. Даже у очень опытных людей и даже у меня бывают промашки. От этого не убежишь. Ну, я скажу так, 90% плохих вариантов вы все равно сможете отсеять, потому что по большей части реально видно, если это откровенно мертвая техника. Бывают варианты достаточно хорошо сделанные на продажу, у которых внешка выглядит очень хорошо, а начинка так себе. И такие варианты вы не отсортируете буквально никак. Но что же делать, если такого специалиста вы найти не можете? Во-первых, если таких специалистов в принципе нет в вашем регионе. Меня, кстати, очень часто привлекали к подбору и опытные механики, которые просто не понимают в конкретных моделях тех же самых Skyway или BMW, но ремонтируют что-либо другое. Таких случаев полно. И я считаю, что эти люди поступают достаточно грамотно, не полагаясь на свое чутье, а полагаясь на опыт тех людей, которые лучше знают именно эти конкретные модели. Все-таки профильный сервис – сила. Я вот из года в год убеждаюсь в этом все больше и больше, потому что есть люди, которые утверждают, что там достаточно понимать, как работает
работает двигатель и можно чинить все подряд, ну, оно, конечно, можно, но качество будет где-то там вот в районе плинтуса, если все это усреднять. Это практически как в том анекдоте, что доярка ест капусту, а жена председателя колхоза ест мясо. То есть в среднем-то все едят голубцы, безусловно. Вернемся к вопросу, что делать, если такого специалиста у вас под рукой нету и привлечь его нет возможности. Первое, что я советую сделать еще до того, как вы полезли на какие-то сайты с продажами тех или иных мотоциклов, читать ту ересь, которую там написали продавцы, у которых главная цель это продать вам мотоцикл, это подумать о том, где именно вы будете его обслуживать. Если вы не механик, не технический специалист, не хотите этому учиться на своих ошибках, а также если у вас под рукой нет механика или сервиса, которому вы будете лично доверять свой мотоцикл и доверять как людям, то покупать мотоцикл бэушный на вторичном рынке, что по определению является котом в мешке, так еще и, как правило, старый, потому что большая часть моих клиентов и ведет разговор о скутерах, которым по 20 лет, примерно в среднем, по больнице. Не надо этого делать. Если вам негде обслуживать и вы не знаете, что дальше делать с этим мотоциклом, просто не приближайтесь. Вот начните с того, что вы ответьте себе на вопрос, что вы будете с ним делать, когда он у вас сломается. Только после этого можно продолжать искать, изучать варианты и дальше уже искать какого-то добропорядочного владельца. Некоторые мои клиенты до сих пор пытаются применять такой принцип, что лучше я куплю подешевле, вложу денег, переберу его весь и буду ездить на гарантированно хорошем. Так вот, с современной техникой такой принцип вот вообще не работает. Учитывая стоимость запчастей, которая зачастую для переборки там всех больных мест в мотоцикле может превышать его рыночную стоимость в несколько раз, плюс еще стоимость работ, которые зачастую квалифицированные даже найти очень тяжело во многих регионах, я бы сказал, в большинстве регионов, если мы рассматриваем Россию и страны СНГ, да и Европу тоже не лучше. Понимаете, намного выгоднее переплатить при покупке, купить живой нормальный мотоцикл и ездить, что называется, на остаточном ресурсе большей части его деталей, нежели пытаться ремонтировать убитый. Потому что если тот же самый Skyway, Burgman, Гантели, неважно, убитый вот прям весь укатанный от начала до конца какими-нибудь колхозниками, то реально бывает зачастую гораздо выгоднее просто купить другой. У меня было полно историй, что люди пытались обмануть систему, купить технику по самому низу рынка и починить ее подешевле, так, чтобы получилось в итоге хорошо. Извините, но конфетки из говна не бывает. Вернее, бывает, но если вы начинаете делать из говна конфетку, то это будет не что иное, как конфетка из говна. Уж простите, но это правда. И сколько лет я занимаюсь скайвеями, я видел очень много людей, кто пытался эту систему обмануть, и пока еще не увидел ни одного человека, у которого бы это получилось. Более того, когда-то в самом-самом начале я сам именно таким человеком и являлся. Поэтому рекомендую вам учиться на чужих ошибках и этих ошибок не повторять. Едем дальше. Вы хотите учиться обслуживать технику самостоятельно, потому что все равно хотите купить такой мотоцикл, свежий или новый вы не можете себе либо позволить по деньгам, либо он уже не производится, не продается. Таких случаев бывает много, с тем же самым Бургманом, например, или с той же Гантелей, которая новая стоит, наверное, 4 миллиона сейчас. То есть вы хотите купить какую-нибудь десятилетнюю, у вас совершенно как бы стандартный алгоритм
алгоритм, который применяет большинство людей, потому что психологически для вас сумма денег за там 10-летний мотоцикл это уже много, и вы пока еще не пришли к тому, что там новый это разумно. В таком случае я могу вас поздравить. Вы ступили на хороший, грамотный, классный, но очень сложный и очень дорогой в случае ошибок, которые точно будут, путь. Именно для того, чтобы многим людям было легче по нему идти, я в данный момент активно, вот уже 3-й месяц, занимаюсь созданием и доработкой обучающих курсов по самостоятельному обслуживанию. К большому сожалению, я пока охватил только 3 скутера, потому что объем работы оказался на самом деле огромным. Это BMW C650 GT и все подобные модели от BMW, также Suzuki Burgman 650, также Skyway 650 и Suzuki Burgman Skyway 400 2007 года. Это самые массовые аппараты, которые я больше всего ремонтирую именно как свой основной род деятельности. Именно в них я наиболее экспертен, и именно по ним, как я считаю, я могу наибольшему количеству вещей вас научить, чтобы облегчить вам этот путь. При всем при том, что стоимость этих курсов, она зачастую намного меньше, чем какая-то одна работа в сервисе. У меня был скутер BMW C650 GT, на примере которого я отснял целый обучающий курс. Он был прям такой достаточно уставший, его надо было весь в порядок приводить и по всем болячкам пробегаться. Вот ТО, которое я отснял, обошлось человеку 145 тысяч рублей. То есть вот это была не самая обдуманная покупка, но привели в порядок, ничего, нормально катается, все хорошо. Ну, как бы стоило это денег. Конечно же, там более половины этой суммы это были запчасти, но и работы также стоили прилично. Поэтому, если у вас нету квалифицированных специалистов, которым вы доверяете в вашем регионе, то я считаю, что эти курсы вам очень-очень сильно помогут. Поэтому пробуйте, если вы хотите осваивать дзен сами, этот путь открыт, и я буду только рад, если кто-то что-то будет уметь и хотеть, главное, делать хорошо. У меня в сервисе бывает полно всяких историй о том, что люди где-то там далеко от каких-либо ближайших дилеров или профильных сервисов там покупают себе какие-то дорогие сложные мотоциклы, а потом реально у них что-то ломается, причем зачастую это какая-то ерунда. И они реально не знают, что с этим делать. То есть они сталкиваются с тем, что люди в этом месте не умеют ремонтировать подобную технику. То есть банально там BMW K1600 GTL, казалось бы, классный, надежный мотоцикл, там человек купил, там свежий, с не очень большим пробегом. Вот банально у него, ну, судя по всему, какая-то катушка зажигания дала сбой, а там их 6 штук. И у него банально нет диагностического оборудования, чтобы подключить диагностику и определить, какая это катушка. А она может дурить только в определенные моменты. Там, то ли на очень сильно горячую, то ли на холодную. Ну, на холодную, ладно, можно там температуру патрубков чем-то измерить. А вот на горячую уже сложнее. То есть, если ты где-то в дороге... У меня, допустим, катушка ломалась, когда... Там проедешь километров 20, все это хорошо прогреется, у тебя мотор начинает петерить там на определенных режимах. Ну, в общем, такое себе. То есть, если вы покупаете BMW, вообще будьте готовы, что BMW требует гораздо больше специального инструмента, нежели японские мотики, более педантичного и аккуратного обслуживания, а также BMW, как правило, обязательно требует диагностику. Да, это может быть не ICOM, как у меня, не какая-то там оригинальная дилерская диагностика за безумные деньги, но есть более бюджетные аналоги, хотя я, конечно, не признаю работу с BMW неоригинальным каким-то диагностическим оборудованием, но, тем не менее, многие пользуются, многим окей. В любом случае, вам понадобится для того, чтобы это все как-то обслуживать, приобретать какие-то дополнительные инструменты и оборудование. То есть будьте просто к этому готовы. Может быть, кто знает, я в следующем году и
по гантели выпущу какой-нибудь курс. Но пока что этого не произошло, потому что у меня просто не хватило банально времени для того, чтобы найти, во-первых, подопытного, сделать все основные работы. Кстати, у меня на YouTube вы можете найти еще старые видео, еще до того, как я всерьез занялся YouTube, как я показывал замену свечей и мойку радиатора на гантели, а также как я менял воздушный фильтр. Я обязательно приложу ссылочки, рекомендую, если есть желание в это погружаться, пробуйте. Что из себя представляет стандартный осмотр, если мы не предполагаем какую-то инструментальную диагностику на месте? Вот вы приехали к продавцу. В первую очередь мы смотрим на документы. Далее мы смотрим на целостность номеров на раме и отсутствие признаков их изменения. Далее мы слушаем мотор, смотрим, чтобы не было течей, смотрим тормозные диски, колодки, резину, цепь, там не цепь, все расходники, которые видимые. И, в общем, на этом примерно все. Также изучаем мотоцикл на следы каких-то аварий. То есть в большей части случаев это все, что мы можем посмотреть. Также мы можем посмотреть на продавца. И вот здесь, кстати, лично мое слабое место, потому что я смотрю всегда на мотоцикл, а на человека смотрю недостаточно. То есть мне интересна техника, а как бы смотреть, что из себя представляет ее владелец, мне бывает тяжелее, гораздо тяжелее. Но надо понять, что у каждого из мотоциклов, которые вы покупаете, у него будут разные проблемы. То есть у одного там какая-нибудь коробка на продажу собрана, и вы этого, скорее всего, никак не определите, даже если захотите. А у другого, там, я не знаю, будет какая-то проблема с мотором скрытая, которая проявится только когда вы поедете. То есть у тех же гантель вот нередко бывает такое, что у них наварены уши крепления дуг на моторе. Причем чаще всего, как я, никто не заморачивается делать это аккуратно, так, чтобы это было похоже на завод. Чаще всего там насрано будь здоров. Но многие даже этого не замечают, потому что смотрят куда-то не туда. То есть берете фонарик и исследуете в мотоцикле каждый сантиметр. Особое внимание, конечно, надо уделять документам, сварочным швам на раме, потому что тех же самых гантель, у которых рама сварена чуть ли не из двух половинок, я знаю немало. Бургманов куда меньше. Вообще макси-скутеры вообще крайне редко бывают с какими-то перебитыми номерами или чем-либо подобным. Ну, просто почему-то не модно это. Я не знаю почему, может, на них спроса меньше. Вот. Но мне, конечно, такие случаи за мою практику попадались, но это большая редкость. Опять же, нужно проверять на всякие запреты, там, ограничения и так далее, чтобы в первую очередь юридических проблем не было, чтобы вы хотя бы смогли стать законным собственником. Потом вы дальше изучаете там в первую очередь аварии, в том числе и по всяким базам, потом вы смотрите на техничку. К сожалению, у большинства мотоциклов в сегодняшних реалиях техничка хромает больше всего, и ее дороже всего устранять. Очень важно, помимо технической и юридической сторон вопроса, учитывать комплектации, а также в некоторых случаях рынок, для которого данный мотоцикл был изготовлен. Приведу два простых примера. Suzuki Burgman 650 есть в комплектации LX, а есть в комплектации барабан. Разница в цене будет не очень значительна, а ликвидность в перспективе на вторичном рынке будет намного больше у LX, потому что комплектацию барабан почти за те же деньги никто покупать не хочет. Очень многие новички поначалу покупают чуть дешевле в простой комплектации, думая, что многие опции им на самом деле не так уж и сильно нужны, а потом кусают локти и понимают, что надо было сразу брать LX. Второй пример. BMW, любые мотоциклы и скутеры BMW для японского рынка, поскольку в России очень много BMW везется именно с японских аукционов, потому что часто там можно найти что-то с меньшим пробегом и в лучшем состоянии. Но опять же, это все на удачу, раз на раз не приходится. Я лично не любитель японских BMW, но все же. Для японского рынка абсолютно все скутеры BMW производятся без опции системы контроля давления в
шинах. А это достаточно важная опция. Также у них очень часто нет подогревов, не туда светит фара, она просто другая сама по себе и так далее. То есть нужно понимать, что по этим показателям японский скутер должен как минимум быть дешевле, а до оснащения теми или иными опциями часто может стоить довольно дорого. Мое мнение, что скутер из Японии должен стоить как минимум 1100 дешевле, чем дилерский. И то надо смотреть частные случаи. Но не все так однозначно, везде надо оценивать плюсы и минусы. Дальше еще один момент про пробег. Я думаю, не надо многим объяснять, что верить пробегу, который написан на приборке, просто слепо верить, это нельзя категорически. Потому что на любом, допустим, Burgmanie Skyway скрутить пробег стоит 2000 рублей. И вообще к вам даже приедет специалист за эти деньги. Ну, может, сейчас подорожало чуть-чуть, но вот несколько лет назад так стоило. То есть ему надо будет просто снять приборку, он к вам приедет и сделает такой пробег, который вы попросите. То есть это совершенно не показатель. На BMW, особенно на BMW сложных, где много блоков, скрутить пробег сложнее. Это дороже. Однако, если это сделать качественно, хорошим оборудованием, то никогда в жизни вы этого не распознаете. Поэтому смотреть нужно всегда на состояние расходников, а мотоциклы с априори космическим пробегом лучше отбрасывать сразу, потому что он тоже иногда бывает еще и скрученный. Исключением может являться покупка из-под каких-то очень хороших владельцев, которые никогда не жалели на мотоцикл денег, но в подавляющем большинстве случаев знакомым впаривают еще круче, чем незнакомым. Поэтому будьте особо внимательны, когда вам что-то предлагают знакомые и люди, которым вы думаете, что доверяете. Особенно будьте внимательны, когда вам готовы продать с хорошим дисконтом или в рассрочку. И это почти стопроцентно, ну, конечно, не 100, иногда бывают исключения, но почти стопроцентно из моего опыта это означает, что вам пытаются впарить хлам, который кроме вас больше вообще никому не нужен. Поэтому не доверяйте никогда своим знакомым. Зачастую люди не боятся терять своих знакомых, лишь бы только избавиться от геморройного мотоцикла, автомобиля или чего-либо еще. Эти все принципы, они на самом деле стары как мир. Просто люди взрослеть совершенно не хотят, ведут себя как дети. И снова десятилетиями продолжают вкладываться в МММ, и ничему их жизнь зачастую не учит. Иногда люди даже хотят, чтобы их обманули. Это все очень... Покупка любой бэушной техники – это на самом деле очень тонкая психология, которая далеко не всем вообще понятна и далеко не всем вообще подвластна. Поэтому нужно быть очень внимательными, а еще лучше всегда стараться ездить на новых или очень свежих мотоциклах. Я понимаю, что многие сейчас будут с этим спорить, но уж извините. Я от парня, который специально покупал что-то дешевое и постоянно чинил, прошел за определенное количество лет путь к тому человеку, который старается покупать свежее и новое, потому что время, оно бывает зачастую дороже, и нервы бывают зачастую дороже, чем то, что вы можете сэкономить. Более того, у меня среди моих знакомых по мере накопления опыта появилось очень много людей, которые на самом деле начинают смотреть технику не начиная с низа рынка, а начиная с верха рынка. И это вообще очень-очень интересно. И это действительно имеет смысл, когда ты реально ценишь свое время. Цените свое время, ездите на классных мотоциклах. Время – это единственный невосполнимый ресурс в нашей жизни. С вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж где-то осталась далеко, а я на сказочном райском острове Бали. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Мои контакты есть в описании и в закрепленном комментарии. Всем пока!